Знаешь, что сказал Иисус в 5 главе Евангелия от Иоанна? Он сказал: «Не создавай мне тут проблем, сучка». Что будет, если смешать поп-культуру, клише из боевиков 80-х-90-х годов, исторические события, а также любовь к оружию и перестрелкам? Вероятнее всего получится фильмография Квентина Тарантино. В ином же случае результатом будет уникальное по своей подаче аниме под названием «Пираты Черной лагуны». И это неудивительно, ведь именно работами Квентина Тарантино, Джона Ву и многих других режиссеров вдохновлялся Хирои Рэй, автор оригинальной манги. А затем это же настроение подхватил и дополнил Сунао Катабучи, режиссер аниме-экранизации. И такое совпадение в художественном видении этих двух авторов на выходе обернулось удачной, но по-своему ядреной смесью. Аниме «Пираты Черной лагуны» для упрощения буду называть просто и канонично «Черная лагуна». Регулярно жонглирует жанрами, сменяя повествование от беззаботных пострелушек с прыжками и уворотами от пуль до подражания фильмам ужасов про вампиров, перерастающих в драму на исторической основе. Проще описать не получится. Но при этом оно не выглядит и не ощущается просто как пародия. Это цельная и самодостаточная история, в которой вишенкой на торте является множественное цитирование классики кинематографа. «Черная лагуна» — это тот случай, в котором киноман вместо того, чтобы снять собственный фильм, решил написать историю в формате далеком от кино, в формате манги. Но по удачному стечению обстоятельств экранизацией этой работы занялся такой же киноман, из-за чего мы получили, пожалуй, самое приближенное к кинематографу аниме. И в этом видео ты узнаешь, что «Черная лагуна» куда глубже, чем ты думал. История начинается с удара кулаком в лицо. Главного героя по имени Акаджима Рокуро командируют на острова Южно-Китайского моря для того, чтобы он передал диск с важной информацией. В своей родной Японии Рокуро обычный офисный работник низшего звена. Но тут его привычная серая офисная жизнь резко терпит крах. По его голову прибывает группа наемников, чья цель перехватить диск с данными. Поскольку за заказ платят так себе, то вместе с диском похищают и самого Рокуро, чтобы затем потребовать у его начальства за него выкуп. Наемники забирают его на свой торпедный катер, и тут мы знакомимся с его небольшим экипажем. Еврейским хакером и знатоком техники по имени Бенни, вспыльчивый и сметающий все на своем пути китаянка американского происхождения Рэви, а также их главой и работодателем ветераном Вьетнама по кличке Дач. От него же главный герой получает кличку Рок, упрощенную версию своего имени. Все вместе герои прибывают в вымышленный город Руанапуру, находящийся на побережье Сиамского залива территории Таиланда. Это место является прибежищем для бандитов всех сортов и мастей, а потому без каких-либо связей и тем более огнестрела тут долго не проживешь. В ожидании дальнейших распоряжений выясняется, что компания, на которую работает Рок, с бандитами цацкаться не собирается, так как данные, находящиеся на диске, могут поставить под угрозу не только компанию, но и политическую обстановку в Японии, то начальство прибегает к неприятным мерам, нанимает частную военную организацию для того, чтобы уничтожить диск, даже если при этом пострадает сам Рок. Наемники начинают штурм бара, в котором находились герои, после чего те, дав им бой, сбегают на торпедном катере. Но к их несчастью у наемников в распоряжении находится боевой вертолет, с помощью которого они загоняют героев в тупик. И кажется, что история закончится так и не начавшись. Но Року приходит в голову самоубийственный план. Использовать затонувший корабль как трамплин, чтобы в полете зарядить по вертолету торпедой. И по всем киношным канонам такой, казалось бы, абсолютно неработающий план срабатывает. Герои одерживают победу и возвращаются в город для встречи с заказчиком. В итоге из-за провала наемников начальство Рока соглашается на переговоры и прибывает в Руанапур. Они готовы забрать как и диск, так и оставшегося в живых Рокуро Акаджиму. Но тот, вкусив плод свободной жизни полной приключений, не желает возвращаться к своей серой обыденности. Тем более к начальству, готовому чуть что избавиться от него в прямом смысле. Приметив его интеллектуальные способности, члены экипажа Черной лагуны предлагают ему стать одним из участников команды. Таким образом, Рок отказывается от всего, чего имел, и встает на скользкую тропу искателя приключений. Рок — это тот персонаж, от лица которого мы в большей степени и будем наблюдать за сюжетом, так как он для нас, зрителей, наиболее близок и понятен. Но его личность не так проста, как нам кажется. Ведь несмотря на то, что он хороший парень и в некотором роде пример для подражания, ради того, чтобы сбежать от давящей унылой обыденности, он присоединяется к группе наемников, готовых браться даже за самую пыльную работенку, включающую в себя вымогательство, убийство и даже транспортировку похищенных детей. Мир, в котором он оказался, далеко не радужный, а состоящий из всех человеческих пороков.
Это мир, в котором побеждает сильнейший, а слабейшему предстоит умереть. Но Рок продолжает стараться быть хорошим и выбирать из двух зол наименьшее. Тем не менее, зачастую даже самые добрые помыслы оборачиваются для него не самым добрым результатом. И чем дальше развивается сюжет, тем ему труднее балансировать между тем, что он считает правильным, и тем, что по его моральному кодексу допустимо. Но не желая полностью принять эту пиратскую жизнь и цепляясь за то хорошее, что в нем есть, вместо гавайской рубашки он продолжает носить свою рабочую униформу, следуя правилу не брать в руки оружие. И чем больше он выбирает путь добряка, поступающего всегда верно, тем больше загоняет себя в моральный тупик. Его полной противоположностью является вспыльчивая девушка по имени Рэви. Она с самого детства варилась в котле полного всевозможной несправедливости. В ее реальности только одно имеет значение – то, что понятно каждому на любом языке мира – деньги. Рэви приняла всю пугающую действительность этого мира и стала играть по его правилам. Она готова браться за любую работенку и рисковать своей жизнью, бросаясь под пули, лишь бы за это платили. Но скорее всего это лишь ее защитная реакция, и где-то в глубине души в ней осталось что-то хорошее, что она всяческими способами пытается скрыть. И именно к этому хорошему своим присутствием постоянно взывает Рок, что попросту выводит Рэви из себя. До такой степени, что она была готова его пристрелить, лишь бы не испытывать угрызений, спрятанной в глубине себя совести. Рэви и Рок как инь и янь, темное с частичкой светлого и светлое с частичкой темного, дополняют и уравновешивают друг друга. Это даже не притянутый за уши поиск глубинного смысла. Ключ к пониманию их взаимоотношений оставил сам автор. Он находится в арке, в которой герои опускаются на морское дно, чтобы добыть с подводной лодки картину немецкого художника. В этом моменте герои открываются друг перед другом, из-за чего их моральные и нравственные ценности впервые оказываются в открытой конфронтации. Намеком служит изображенный на их гидрокостюмах уже упомянутый знак инь-янь, который, кстати, является частью китайской культуры, а Рэви, как я уже говорил, является китаянкой по национальности. После этой арки их полярно разные взгляды на жизнь постепенно начинают взаимоподавлять друг друга, образуя между персонажами понимание и гармонию. И это только один из множества образов, которые можно приметить по ходу просмотра. «Черная лагуна» полна омажей, отсылок и цитирования, причем как и конкретно кинематографа, так и массовой культуры в принципе. Некоторые из отсылок легко читаются даже без знания первоисточника, а другие же без контекста практически невозможно понять. Это вообще одна из основных черт японских авторов. То, что они очень любят заимствовать всяческие фишки из западной культуры, как это было с мангой Ганс. Но «Черная лагуна» на этом поприще занимает, если не первое место, то точно одно из лидирующих. Тут куда ни тыкни, попадешь в отсылку. Так, например, если кто-то не обратил внимания, образ Рэви взят с другой, любящей пострелять с двух рук искательницы приключений, Лары Крофт. Лидер китайской триады по имени Мистер Чанг же полностью скопирован с гонконгского гангстера Марка из фильма «Светлое будущее» Джона Ву. Дач же взят вероятнее всего с Марселоса Уоллса из фильма «Криминальное чтиво», так как они оба крепкие афроамериканцы с проколотыми ушами и в солнечных очках. К тому же, как я уже упоминал, Тарантино любимый режиссер Рэя Хироя. Более того, некоторые сцены и даже целые эпизоды являются омажем к тем или иным классическим фильмам. Сюжет про затонувшую подводную лодку нацистов отчасти повторяет немецкий фильм Das Boot, а сцена, в которой горничная Роберта заходит в местный бар, достает из чемодана оружие и устраивает крышесносную перестрелку, полностью повторяет вступительную сцену из фильма «Отчаянный», в котором персонаж Антонио Бандераса поступает аналогичным образом, доставая оружие из футляра для гитары. Затем Рок называет Роберту прибывшим из будущего роботом-убийцей, после чего она в стиле фильма «Терминатор 2» начинает за героями погоню, повторяя при этом культовую сцену с жидким терминатором и багажником машины. Эту отсылку в большей степени раскрыли именно в аниме, так как в манге она занимает всего буквально пару кадров. Помимо отсылок к кинематографу, в сюжете постоянно упоминают писателей, таких как Эдгар Аллан По, Ричард Мэттисон, Жан-Поль Сартр и в частности Стивен Кинг. Близнецы-убийцы из начала второго сезона позаимствованы из фильма и книги «Сияние». К тому же название 10 серии «Темная башня» и 12 серии «Стрелки» отсылает к серии работ того же Стивена Кинга. Это все только самое поверхностное из того, на что можно обратить внимание при просмотре. Но остается еще огромное количество незамеченных отсылок. Так что если приметили какую-то неупомянутую отсылку, можете написать о ней в комментариях.
Благодаря тому, что персонажи упоминают то, что является частью нашей реальности, создается впечатление, что Руанапур не выдуманный город где-то на краю света, а вполне физическое место, куда может попасть особо отчаявшийся искатель приключений. Это происходит за счет того, что персонажи окружают элементы нашей реальной действительности. Да, мы периодически видим, как герои какого-нибудь аниме в жанре повседневность ходят в Макдональдс или сидят за компьютером Сани, но на нас это не производит должного эффекта, так как это скорее небольшая деталь или даже прикол, на который не делается какой-либо упор. Здесь же персонажи ездят на аутентичных тому времени и вполне конкретных моделях автомобилей, а также торпедных катеров, линкоров, вертолетов и мотоциклов. К тому же у каждого персонажа свой индивидуальный набор как заводского, так и кастомного оружия. У них также свои любимые фильмы, марки сигарет и пива. Дач, например, курит Natural American Spirit и пьет голландское пиво Хайникен, что сочетается с его кличкой, так как Дач в переводе означает голландец. Бенни же предпочитает пиво Budweiser, а лидер русской мафии под позывным Балалайка сигареты Парламент. И если в аниме марки кое-как по понятным причинам изменены, то в манге все бренды и продукты потребления носят свои каноничные названия. Из-за таких мелочей мир буквально погружает зрителя во все происходящее, ведь это так или иначе частички его бытия вокруг, которые он периодически встречает в своей повседневности. На руку этому также работает химия, происходящая между персонажами. Поскольку город Руанапур достаточно компактный, то по понятным причинам все друг друга знают. Между собой город распределила как русская мафия, так и китайская триада, так и все остальные вариации преступных группировок. Но мы, как зрители, наблюдающие за происходящим от лица недавно прибывшего Рока, не знакомы ни с местными группировками, ни с авторитетами, ни просто с обычаями. И не особо умелый автор для того, чтобы полностью задать сеттинг, мог бы сгенерировать ситуацию, в которой один персонаж пересказывал бы другому все важные данные, для того, чтобы мы все поняли. Практически всегда такой способ ощущается постановочно, бездушно и неправдоподобно, что лишь мешает погружению зрителя. Но как и произойди это в реальности, обо всех важных нюансах мы узнаем постепенно, по ходу того, как сталкиваемся с ними. И так, серия за серией, общее представление о происходящем в городе все растет, тем не менее не давая нам окончательной и точной картинки понимания. Мангака Черной Лагуны выкупил, за что именно людям так сильно нравятся фильмы Тарантино. Хорошо поставленные живые диалоги, множественное заимствование и цитирование нишевых боевиков, упоминание реально существующих музыкальных групп, брендов, блюд, а также спонтанное непредсказуемое насилие. И повторил эту формулу на страницах манги в своей собственной истории, наполнив ее своими любимыми фильмами, рок-группами, писателями, познаниями в видах вооружений и прочими деталями. Пока авторы, желающие запрыгнуть на поезд либеральной повесточки, пытаются изобрести формулу идеальной, сильной, независимой женщины, Черная Лагуна, написанная 20 лет назад, по канону боевиков 80-х полна действительно сильных, способных, целеустремленных и хорошо прописанных женских персонажей, которые своим характером и выходками не то что не уступают мужским героям, они их запросто уделывают, перетягивая все внимание на себя. А одна лишь помешанная на войне балалайка чего стоит. Черная Лагуна — это дань уважения минувшей, но весьма колоритной эпохи. Если вы не успели застать времена популярности боевиков, то Черная Лагуна вполне сможет заменить большую часть из них, так как отчасти является их собирательным образом. А если же застали эти давние времена, то своим шармом вызовет у вас приятное чувство ностальгии. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите длинные комментарии для того, чтобы YouTube продвигал мои видео. Все как обычно. Ну а пока.